Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Испирационе. Таро расклад. Исполнится ли мое желание? Исполнится ли задуманное? Сумеете ли вы осуществить какой-то ваш проект? Или, возможно, это какая-то цель, намерение, или то, что вы хотите достичь? И здесь могут быть самые разные вопросы. Мне тоже интересно, и я буду гадать вместе с вами, мои дорогие. У меня остались некоторые вопросы, которые нерешенные. И бывает в нашей жизни какая-то ситуация просто затягивается или что-то идет, ну, совершенно не так, как мы предполагали. Есть такая фраза, я ее чаще говорю сама про себя, когда вроде липнет, но ни шиша не клеится. Вот если ни шиша не клеится, но вроде бы предпосылки какие-то были, и сложно разобраться. В конце концов, у нас получится это дело. Или, может быть, нам стоит сложить оружие, грубо говоря, и этим не заниматься. Или, может быть, даже не думать в этом направлении, не тратить зря времени понапрасну. Стоит ли игра свеч? Получится ли конечный результат осуществить или нет? И у нас сегодня 3 колоды. Мы на первой колоде Таро патронажа ангелов. 3 варианта у нас будет. И я достану карты, да или нет. После мы их раскроем на Таро, королевское золоченое Таро, так называется эта колода. И спроси у ангелов, это оракульные карты. Мы конечный вариант тоже достанем. Как заключительный аккорд поставим для каждого варианта. Вы можете загадать все 3 варианта. Можете и один. Оставлю ссылки в описании под видео на тайм-коды к переходам к одному, второму и третьему вариантам. Итак, сбудется ли ваше желание? Получится ли вас осуществить задуманное? Добьетесь ли вы своего, конечного итога, к которому вы стремитесь? Итак, первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Мы выполним своеобразную сигнификацию по каждому варианту, чтобы понять, насколько это с вами резонирует. В принципе, та ситуация, обстоятельства или, где-то направление того желания, которое вы хотите осуществить, чтобы нам показали карты, с чем это может быть связано. Итак, кому недостаточно времени определиться или по номерам, или, может быть, по картам, ставьте на паузу, подумайте, прислушайтесь к интуиции, хотя наша интуиция, наверное, в первые минуты дает, первые какие-то мгновения дает больше подсказок, нежели мы начинаем что-то просчитывать. Поэтому что подсказывает сердце? Я иду дальше. Первый вариант. Да или нет. Осуществится ли у вас задуманное? И это у нас рыцарь жезлов по этой карте. Нам говорят, если ты веришь, то да. Вот конкретный ответ сразу мы получаем. Видимо, вам предстоит проделать определенный путь. Безусловно, рыцарь жезлов или рыцарь огня – это ваши действия. И очень немаловажный момент. Ты должен быть готов к неожиданностям. То есть быстро, легко что-то не получится. Первый вариант – это точно. Вы должны где-то, если как будто того стоит, если вы твердо уверены, что это как выбор правильного направления у кого-то может быть, или это тот вопрос, к которому вы уже приступили, например, по документам у вас что-то задерживается, значит, тут идет все своим чередом, и какой-то порядок, цикличность вы можете, не видеть, не знать, вам приходится учитывать, к примеру, подождать какую-то бумагу или какое-то подписание, или это могут быть еще вопросы с чиновниками, которые тоже быстро не решаются. Здесь может по этой карте как внезапно что-то встать на паузу, также и внезапно ускориться. У кого-то это может быть связано конкретно с переездом. Все же это у нас карта больше о движениях говорят. Или
когда это может быть переход на новую работу. Вы именно что-то хотите изменить в своей жизни. И нам карта ответила, если ты в этом уверен, то у тебя это получится. Но также по этой карте у нас проходят любители приключений, мои дорогие. И я сказала, будь готов к неожиданностям. Но это, знаете, как есть такая фраза. Поставил перед собой цель, не вижу препятствий, своего все равно достигну. И тем не менее, давайте немного проясним, с чем это может быть связано. Какую ситуацию нам раскроют карты. Или с чем вы можете столкнуться на вашем пути. Правда, у кого-то это может быть вопрос, касающийся каких-то согласований в высоких инстанциях. Король мечей выпадает. И, кстати, как бы вы тут страстно чем-то не горели или получить желаемое не хотели, но в итоге действовать-то нужно рационально. Вы как будто сталкиваетесь или с той машиной системы, ну, условно говоря, или с тем порядком, регламентом, словно с каким-то протоколом, может быть и так, когда делать нужно что-то очень продуманно, четко. И здесь вряд ли в делах вам поможет вот эта ваша напористость. Потому что есть какие-то моменты, которые нужно сделать очень правильно и грамотно, к примеру, с позиции закона. У кого-то это могут быть те дела, вопросы, которые как слушание в суде, или, может быть, пересмотр каких-то соглашений, договоров. По этой карте могут быть контакты с докторами, кстати, кто-то мог загадать вопросы на здоровье. И значит, нам говорят, ты должен знать что-то наверняка. Ты должен знать саму эту систему или должен знать этот порядок. Если мы говорим о людях, которых вы можете привлекать для того, чтобы именно осуществилось ваше желание, то тогда нужно больше конкретики и определенности через взаимодействие со специалистом, с тем специалистом, который знает как. Вы можете быть настроены так вот, знаете, эх, слегонца, сейчас я что-то решу. Может быть и так. А тут нам говорят, нет, вопрос находится в другой плоскости. Его нужно решать именно посредством либо чиновников, либо людей знающих. То, что может быть с позиции закона, должно быть как-то выражено на бумаге, на документах очень правильно. Давайте посмотрим еще. То есть как будто этим вопросом должен заниматься эксперт. Я могу предположить, конечно, король мечей может означать человека, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, потому что рядом нам выпадает карта любящего человека, королева воды. И не обязательно нам говорят, может быть, что это будет женщина. Мы не рассматриваем по полу карты, поэтому вы перекладываете на себя. Меня могут смотреть как и девочки, так и мужчины. Просто нам карта обрисует какую-то скорее личную ситуацию. И у кого-то эта ситуация, к примеру, это развод или какие-то разбирательства, или, может быть, в отношении денег, в отношении детей, самые разные тысячи вариантов, или, может быть, это ваше имущество, деньги, какие-то разборки идут, а у кого-то наоборот, вы хотите, ну, может быть, зарегистрировать ваши отношения, но есть какие-то препоны. Есть какие-то и обстоятельства, и вроде бы вы что-то преодолели, но, может быть, ВОЗ и ныне там не получается в конечном итоге, ну, зарегистрировать или оформить то, что вы планируете, получить итог или результат. Но с личной жизнью это как-то связано. Вот первый вариант, те, кто загадали. Или это будет связано, может быть, с позицией ваших близких. Как будто хочется праздника. А вы знаете, правда, первый вариант все-таки у вас получится осуществить. Праздник как будто обещают. Давайте немного мы раскроем. Какой вам путь еще доведется пройти? Насколько долго? В самом начале рыцарь жезлов нам говорит о том, что если ты веришь, и если ты хочешь, ты получишь желаемое. Да, быть готовым к неожиданностям, да, пройти какие-то формальности, может быть, вам придется, но как будто праздник вам уже обеспечен. Значит, желание, в принципе, более чем реально. Но что же вам нужно еще пройти или что нужно добавить? Правильную работу с информацией, правильно избрать, может быть, вот этого эксперта или человека, который вам помогает.
вы можете столкнуться с очень разрозненной информацией, информационным хаосом, и вам придется отделять зерна от плевел. Вы можете также столкнуться и с человеком, кстати, который быстро меняет свое мнение. Утром он пообещал вам, допустим, посодействовать, а к вечеру он уже забыл. Или какой-то вопрос, который вы решаете как раз с подобным человеком, когда вы его не понимаете. Вроде бы он сказал «да», потом 2 шага делает назад, потом опять возвращается и говорит, подтверждает, что да, он на что-то согласен, но есть какая-то неопределенность или есть какой-то информационный хаос. С чем вы еще можете столкнуться, что вам доведется пройти. Правда, у кого-то переезд, поездка или переход на новую работу, в принципе, 6 мечей где-то говорит «переверни страницу своей жизни». Правда, вы осуществите задуманное, но с этого момента нужно быть готовому к дальнейшим неожиданностям. Здесь что-то не останавливается. Это карта мужества. И карта заслуженного успеха говорит, успех к тебе придет. Но это произойдет не сразу. Да, подтверждает, действительно, у вас получится по первому варианту осуществить. Будь то переезд, будь то смену работы, будь то решение каких-то личных ваших ситуаций. Но есть какая-то дистанция по времени. Давайте, что еще у вас произойдет? Карта отшельника. Я не могу сказать, что это карта позиции того, кто в паре, безусловно. Это карта великого мудреца, который разгадывает сложные тайны. Поэтому, мои дорогие, по первому варианту кто-то мог загадать ситуацию в личной жизни. Будем ли мы вместе, к примеру, да? Конечно, карта отшельник не говорит о том, что вы будете душой вместе с кем-то. Праздник обещают. Но сказать, что это будет единение души, я не могу. Вам придется какой-то дальнейший путь словно проделать в одиночку. Или надеяться на самого себя. Нам ведь сказали, что мужество потребуется. И вот отшельник, он идет сам по себе. Это независимая совершенно позиция, который где-то готов тоже к превратностям судьбы, но для него есть какая-то цель. Поэтому здесь какая-то цель может быть по работе. Или переезд, пусть, к примеру, он лежит через какую-то процедуру в личной жизни. Но значит, по первому варианту будут те, которые видят себя, может быть, или осуществляют какой-то союз, имея далеко идущие планы. И вот эти ваши планы вам придется корректировать с окружающей средой, в которой вы можете отказаться, а здесь как будто будет она неизбежна. Или с тем каким-то новым коллективом, новым социумом, если мы про работу. И вам придется быть готовому к дальнейшему как неожиданностям, так и сохранять независимость и какой-то свой нейтралитет. Вам может что-то не нравиться, мои дорогие. Вас могут не понимать. У кого-то может быть переезд далеко, буквально так, когда вы говорите на разных языках. И тогда вам не будет в чем-то легко и просто. Как будто через это нужно пройти. Что еще? Да, действительно, 3 пентаклей – это переход на новый уровень. Это сдача жизненного экзамена. У вас получится, но это следует продолжать. По 3 пентаклей – это раскрытие каких-то ваших талантов. По первому варианту я бы сказала, знаете, тут как вам что-то по судьбе. И если вы построили это свое желание, скорее всего, оно у вас сформировалось не на пустом месте. Это могла быть какая-то мечта. Или каким-то образом вы смогли соединить то, что вы хотели достичь, планировали всегда. И у вас появляется какая-то возможность. Да, и вас, мои дорогие, эта возможность, она не устраивает на все 100%. Поэтому и нужно быть готовым к неожиданностям. Но благодаря тому, что вы будете где-то сохранять, с одной стороны, свой нейтралитет, с другой стороны, будете держать руку на пульсе, не стараться не попадать в какие-то ситуации, которые для вас могут осложнить сам процесс. Или то, что мы называем неожиданностью. Это в конечном итоге все равно будет способствовать вашему росту. Это вас как раскрывает. Или, как мы говорим, это по судьбе. С учетом карты отшельник, ведь отшельник, он исполняет свою какую-то миссию. И как раз 3 пентаклей о переходном периоде. У кого-то, если по работе,
тогда я могу предположить, вы меняете работу, мои дорогие, и вам придется обучаться. Это как новое направление. Кто-то мог загадать, смогу ли я найти работу. Да, вы найдете работу, но, может быть, вам придется по этой специальности, кто-то поменяет даже направление в деятельности. Может быть, кто-то будет работать из дома и на самого себя. У вас это получится. Но от вас этот процесс по первому варианту будет постоянного обучения требовать. Это как, знаете, вы поднялись на одну ступеньку выше, и вы не можете остановиться. Вы вынуждены что-то дополнительно изучать, узнавать, адаптироваться и переходить еще на новую ступень, еще как будто выше. Какая-то последовательность, она определенно есть, но у вас получится. Быть готовым, если к неожиданностям у вас хватит, как и терпения, как у вас хватит и мужества пройти этот путь. Путь отшельника непростой. Слушайте свою интуицию, потому что нам ведь тоже карта, обратите внимание, у отшельника есть всегда фонарь, который по преданию включается ровно в тот момент, когда необходимо. И это прообраз интуиции. Видит отшельник, пожалуйста, на дороге змея. Дважды, трижды, наверное, быть готовым к чему-то новому. Вот такой был первый вариант. Давайте мы на оракульных картах. Получится ли у вас осуществить задуманное? Тут какое-то продолжение. И все зависит от вас. Ну, вначале, может быть, где-то холодные вот такие энергии по королю мечей, они необходимы вам. Потому что еще какие-то тысячи неопределенностей они будут. Получится ли осуществить задуманное? Вы как будто уже сделали что-то основное. Вы уже прошли какой-то путь. Ты уже что-то сделал. Ты уже практически это получил. Но, может быть, какие-то мелкие согласования. Но основной переходный момент или переломный момент, он вами уже пройден. И вы как будто даже, по первому варианту, с учетом этой карты, не можете повернуть назад. Вы как движетесь по какой-то траектории, и действительно судьбоносное какое-то желание, от которой не появилось из ниоткуда, и оно не уйдет никуда. Что-то вам придется продолжать по первому варианту. Здесь есть как какая-то и цикличность, и закономерность. Поэтому от чего-то вы не уйдете. Вы получите желаемое, мои дорогие, но вряд ли вы сумеете, как бы успокоиться, расслабиться. Нет, этого не произойдет и не получится. Хорошо, давайте мы раскроем второй вариант. Первый я оставлю. Получится ли у вас осуществить задуманное? Семерка воздуха. Карту эту называют еще картой вора, но здесь, знаете, все неоднозначно. Семерка воздуха или семерка мечей нам говорят о чем? Показаны дети, и, обратите внимание, явно была какая-то дружба, которая была разрушена именно по вине одного из персонажей мальчика, который в какой-то момент увлекся материальным миром, будем говорить, или какой-то выгодой. Вопрос стоит, может быть, как ссора, разбирательство или какое-то тоже недопонимание. Вы, конечно, можете находиться с позиции любого из показанных персонажей, но девочка, которая так вот одиноко свернулась калачиком, ей холодно, зябко, но она предпочитает независимость, она не видит каких-то совместимых моментов с мальчиком, и несмотря на какое-то, возможно, доверие или какую-то добрую дружбу, теперь вот прежнее состояние разрушено. Она приняла словно вызов жизни. Что свидетельствует об этом? Вот этот меч, который находится рядом с ней. Она хоть и маленькая, но рядом меч вот такой без ножен кладет воин рядом с собой, чтобы в любой момент успеть подхватить его и защищаться. Она словно ограничила свое пространство, тем самым давая понять о серьезности своих намерений. Но она от усталости засыпает, и, видимо, мальчик понимает, что он как-то неправильно поступил. У него не хватает смелости подойти в тот момент, когда девочка бодрствует и не спит.
Но вот эти 5 яблок, которые почему-то оказались у него в руках, а в корзинке девочки всего 2, они ему уже не нужны. Ему нужна сама девочка. Поэтому какой-то конфликт явно присутствует по этой второй карте или по второму загаданному варианту. Какая-то сложная ситуация, но это колода поддержки ангелов. И у нас ангел изображен на заднем плане. Отнюдь не в каждой карте есть такое изображение. Поэтому здесь двояко. Здесь может быть нейтрализован какой-то конфликт. Но все зависит, сумеете ли вы доверять человеку. Или если вы оказались в позиции мальчика, если вы сейчас признаете свою ошибку и что-то хотите вернуть назад, от вас потребуются искренние глубокие разговоры или какое-то искреннее признание. Но, возможно, вы смотрите, потому что вы не уверены, а получится ли что-то как раз и вернуть назад. Давайте эту ситуацию тоже немного раскроем. Может быть, вы смотрите, и вы в позиции девочки. И вдруг внезапно, и надо сказать, в преддверии осени 2024 года, когда у нас будет большая ретроградность, мы можем пересматривать контракты, в том числе по личной жизни, брачные контракты, какие-то соглашения. Мы можем что-то по документам менять, и, может быть, нас столкнет судьба договариваться с теми людьми, даже с которыми был конфликт. Что же за ситуация? Потому что что-то мы должны сделать хорошо. И контактировать придется даже с теми, может быть, которых мы не хотим видеть. Но все же, что за ситуация по второму варианту, как карты видят, пусть нам пояснят. А ваше желание действовать, и какая-то возможность появляется у вас, и вы ее, скорее всего, чувствуете. Правда, есть возможность примириться, есть возможность договориться точно. Тогда и для вас, мои дорогие, тоже должна быть какая-то четкая последовательность или концепция, как я планирую, будут развиваться в дальнейшем события, или насколько далеко я готов зайти. Или чем-то пожертвовать. Может быть и так. А вы знаете, тут как раз вопрос может решиться более чем хорошо. Если вопрос касался по деньгам, значит, тот, кто смотрит мое видео и загадал второй вариант. Тут, правда, девятка воды как раз о наших мечтах, о наших намерениях, и это карта счастья в этой колоде. Поэтому какой-то вопрос, безусловно, по второму варианту, пусть это был конфликт, и даже вы находитесь с любой как бы позиции, представленной нам персонажами, но у вас действительно получится решить вопрос любой сложности. Но вот все то, что я говорила по первой карте, насколько вы, наверное, начинается все с откровенности с самим собой. И вот этот вопрос, насколько я далеко готов или готова продвинуться, или на что я готов согласиться, на какие компромиссы я готов или готова. Здесь компромисс совершенно точно необходим. И за этим компромиссом, скорее всего, идут либо оформления, опять же, в документах, у кого-то может проигрываться, у кого-то это могут быть спорные вопросы по жилищу или какие-то денежные темы, финансовые, закрытие каких-то финансовых вопросов. Но честность, она абсолютно точно от вас потребуется. И вы должны, если мы говорим, это вы хотите тоже честности со стороны другого человека. Значит, со стороны другого человека эта честность должна быть подкреплена либо документом, либо каким-то фактом. Здесь все должно быть не на словах, а именно на каких-то действиях. Что же вам доведется пройти второй вариант? Как видят карты развития событий. Да, даже из самой патовой ситуации есть выход по второму варианту. Что вам доведется пройти, чем столкнуться? По пажу жезлов какие-то вопросы, которые связаны с детьми, или какое-то ваше решение, или какая-то сама по себе возможность. Но это паж жезлов, это сама по себе идея. И опять девятка кубков пересекается. И если мы говорим о разделе имущества, или разделе жилища, или когда вы поссорились с вашим близким человеком, мои дорогие, тогда вы точно помиритесь. Но есть, значит, те вопросы, которые вы должны проговорить, знаете, не просто откровенно,
И даже если вы говорите на разных языках, вы должны установить какой-то предельно точный контакт. Почему я так говорю? Меня смотрят люди из разных стран, я это знаю. И с учетом внешних обстоятельств и обстановки, жизнь могла поставить каждого перед такими ситуациями, когда, к примеру, нужно идти в инстанцию на другом языке, о себе что-то рассказывать, объяснять свою позицию, объяснять то, чего вы хотите достичь. И это не совсем просто, я это точно знаю. И приготовиться к тому, чтобы вас правильно понимали. Потому что сама четкость предельная в чем-то, предельная может быть в чем-то откровенность, позволит вам не просто довести что-то до ума, а кардинально преломить какую-то дурацкую даже ситуацию, не побоюсь этого сказать. И если раньше, вот, да, как я говорила в самом начале, когда что-то липнет вроде, но ни шиша не клеится, вот здесь склеится. У вас две одинаковые карты, я больше даже не тяну. Две девятки кубков, по сути дела, две карты исполнения желаний. Нам карты говорят дважды, да, то, что ты задумал, у тебя получится осуществить. Но мы не можем, как знаете как, настаивать где-то на своем. Мы вынуждены принять позицию оппонента, и вместе с тем мы не должны и навредить себе. Тоже все-таки семерка мечей или семерка воздуха приглашает нас к гибкости. И это не значит, что в последующем мы будем избавлены от какой-то подобной ситуации, второй вариант. Это значит, мы должны туда просто не попасть. Прозорливость, внимательность. Итак, исполнится ли по второму варианту желания, что нам скажут карты оракула? Думай позитивно, конкретно. Да, как будто решение у вас в кармане. Здесь вы можете добавлять себе негативных мыслей. Кто-то попросту, мои дорогие, по второму варианту, обжегшись на молоке, дует на воду. Поэтому нет, вы можете где-то заблуждаться или видеть обстоятельства некоторые в более мрачном цвете. И этого я тоже не могу исключить, потому что действительно две карты, как раз если мы говорили, вот в этой колоде карт поддержки, патронажа, ангелов, это наши не просто как бы мечты Сони, а еще и решения дезидери. То есть решение как то, что вам необходимо, то, что вы считаете правильным или наиболее приемлемым для вас. И карта Феличита. Прописано слово, все знают, даже не знаю итальянского, это счастье. Поэтому тут обрести счастье, но может быть каким-то очень интересным альтернативным путем, и вы не должны это упустить. Вы можете что-то упустить, если будете думать слишком негативно. По крайней мере, нам карты даже не подтверждают то, что да, это получится, а дают совет. Думай позитивно, не пройди мимо своего счастья. Ну, как-то так. Хорошо. Третий вариант. Ух ты, 15-й старший аркан. И если в остальных колодах мы знаем, это аркан дьявола, в этой колоде это карта нашего эго. И здесь нужно отделить зерна от плевел, это точно. Эта карта нам говорит об иллюзиях сразу, об каком-то материализме и нашем, знаете, уверенности, желании, твердом намерении чего-то достичь любой ценой, самое главное. Но если ты хочешь, чтобы твое желание исполнилось, отпусти его. Открой эту самую клетку. Не быть заложником, мои дорогие, какой-то ситуации по третьему варианту для вас абсолютно необходимо. Здесь может быть и страстное желание обладать человеком, я это допускаю тоже. Потому что у нас идет по 15-му аркану? Как раз очень сильное чувство, страсть, личная жизнь или какие-то крупные деньги, тоже может быть. Или как возврат долга, или может быть решение вопросов, даже связанных, я предполагаю, да, с какими-то инстанциями, когда необходимо совершить крупный, но важный платеж. И вы не знаете, где найти эти деньги. Но тогда, мои дорогие, вас словно сковывает вот этот поиск необходимой суммы. И это осложняет как раз решение вопроса. Вам, знаете, когда мы чересчур самонадеянны или самоуверенны, или все равно уперли, словно
в одно направление. Мы не видим, что по сторонам. И мы становимся тоже своеобразным заложником ситуации, потому что не видим альтернативных вариантов. Тут надо что-то альтернативное искать. Тут нужно действовать как-то по-другому. Отпустить что-то необходимо. Вот отпусти желание это, и оно исполнится. Давайте посмотрим, как карта видит, да или нет. Ну вот ожидание может быть и затянулось, но по семерке земли или по семерке пентаклей, вы знаете, тут все равно какая-то пауза или расстояние по времени или ожидание каких-то договоренностей или конкретно денег. Оно может быть. И это могло быть в предыдущий период, а может еще какое-то время продлиться и на последующий. Что нам еще откроют карты? Какова ситуация? Да нет, тут тоже будет абсолютно точно победа. Карта успеха. Карта самоуверенного человека, кстати. И когда вы сумеете решить любой вопрос. Но перерешить как будто нужно. Увидеть именно через альтернативный вариант. Действовать как-то по-другому. И тогда у вас получится. Сейчас мы раскроем на другой колоде, но это карта победителя. Поэтому победа, пусть даже приходит через какое-то ожидание, мои дорогие, или через какие-то промежутки времени. У кого-то могли задерживаться деньги, я могу сказать. Возможно, тебе карты тогда будут говорить, придется еще какое-то время подождать, но ты решишь свой вопрос. Единственное, о чем говорит карта, ты не можешь расслабиться. Тебе придется какую-то ситуацию постоянно контролировать, потому что эту победу нужно удерживать. Иначе ты, как только расслабился, все пойдет наперекосяк. Это не значит, что вы кому-то что-то должны доказывать. Это значит, что какой-то контроль за тем, что происходит вокруг вас, как обстоятельства, за вашими возможностями, он необходим. Итак, ваши действия как будут развиваться по третьему варианту события. Может быть и личная жизнь, или конкретно контакты. Может быть, это и ваша карта, кстати, по личной жизни. Вы что-то хотите осуществить, мы ведь говорили. Страстное желание обладать человеком. Король кубков – это карта близкого человека, часто выпадает. Или конкретно партнер по браку, или по вашему союзу. Может быть, неоформленные отношения. Или вам придется решать вопросы, которые где-то находятся, опять же, в плоскости между материализмом, между деньгами, финансами и личной жизнью. Но договариваться придется. Причем с большей лояльностью. Еще один старший аркан, третий вариант, вы словно по судьбе. Проходите некоторую проверку на прочность. И карта нам говорит, у тебя вопрос решится. Но он решится в том контексте, словно как есть обстоятельства или высшие силы. Что-то повелевает над вами. Но ты должен идти вперед, не оглядывайся назад. Это карта возрождения. И ангел нам тоже трубит о возрождении. Какой-то этап твоей жизни пройден, и ты должен перейти на новый уровень. И если мы говорили про отношения, карта эго, 15-й аркан, тогда и вы хотите остаться, предположим, с человеком, вы должны перевести эти отношения на новый уровень. Оно не может продолжаться, как в прежнем ключе. Если это про деньги, значит, тут тоже какая-то новая концепция по финансам или стратегия по деньгам. Может, вы как получаете эти самые деньги, но тогда нужно правильно ими еще и распорядиться. Вообще карта возрождения, как я уже сказала, поэтому какую-то сложную, может быть, ситуацию, которая вам сложна эмоционально, вы проходите сейчас. И тогда карта нам говорит, отпусти в чем-то. Не упорствуй, не настаивай на чем-то, пока ты будешь гнуть какую-то свою линию. К примеру, тебе будет сложнее договориться или сложнее решить какой-то финансовый вопрос. Поэтому где-то ослабить хватку. Вас приглашают карта. Давайте еще спросим. Что вам доведется пройти? И нам карта как раз. Десятка мечей. Закрой в прошлое дверь.
Так сбудется или нет желание? Вот мне интересно, хотя карта победителя выпадает через какое-то время. Я могу, конечно, предположить, что даже проходя, но это если мы больше в какую-то философию с вами ударяемся, хотя мы-то спрашиваем вполне конкретно, но старшие арканы выпадают, причем два серьезных. Нам говорят, что какая-то история. Ее ведет как могущественная сила, или на вас влияют обстоятельства. И ты ими не управляешь, они тобой управляют. И не будет как прежде. Поэтому это нужно учитывать. Но и карты не говорят, что это будет, ну, как бы сказали, что это ваша победа, карта победителя. Но насколько вас эта победа устроит? Или насколько вам придется быть гибким для того, чтобы в последующем что-то удерживать? И действовать-то приходится совершенно по-другому, потому что рядом десятка мечей приглашает, как я уже сказала, закрыть в прошлое дверь. Хорошо, чего это может касаться? Я не могу, конечно, сказать по-другому, потому что две карты, опять же, победы. Вот как по предыдущему варианту, девятка воды. Эта карта отчасти я называю, но в этой колоде по-другому она звучит, но все же это карта эгоиста. У кого кто задумал, кстати, это уже попутно, и вы еще смотрите видео, нам показан человек самодостаточно самоуверенный. И это тот, который решает многие вопросы, ну, знаете, с уверенной твердостью, что он получит тот результат, на который он нацелен. И здесь тоже у нас две карты победителя. Поэтому, правда, какая-то победа будет. Но вам нужно будет изменить самого себя. Ладно, нечего добавить. Давайте мы только добавим карту. Все три варианта. И я бы сказала, они непростые. Это не манна с неба. Но все карты трех выпавших колод разных подтверждают о том, что более чем реально какая-то ваша победа по трем всем вариантам. Давайте квинтэссенцию, как вишенку на торте, добавим. Исполнится ли задуманное? Что нам скажут карты оракула? Или когда? Изобилие, процветание, успех. Или, знаете, когда финансовый вопрос более чем вас устроит. Вот именно, знаете, удовольствие от жизни проходит по этой карте через материальную плоскость. Поэтому, кто загадал финансовые какие-то вопросы, вы тоже их закроете. Да, действовать придется каким-то альтернативным путем. Придется, может быть, пройти какой-то путь, еще сделать некоторые шаги. При этом вы сами очень изменитесь по третьему варианту. Но победа, она будет за вами. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.